Не смотришь шоу Рухаба? Признавайся. Ну, знаешь, не хочу, опять же, никого не обижать. Ну вот и наигрались, как говорится. Всем здорово! С вами Морф и Not in My House. International — это прекрасная возможность проверить талантов и игроков на знание нашей любимой игры. Уже хорошо знакомый вам формат Dota 2 Миллионер. Погнали! Всем привет, друзья! Мы играем в Dota 2 Миллионера, 3-й сезон. Сегодня наш гость ФНГ. Привет! Привет. Готов вставать? Готов стать... Вставать готов ходить. Готов стать миллионером? А каких денег тут вопрос? Ну, тут, скажем так, миллион респектов. Битва за миллион если респектов. респект, то готов. Отлично. Правила у нас такие. 14 вопросов, от легких к сложным. 3 подсказки. Первое — это Аегис. То есть, если ты называешь какой-то ответ неправильно, ты продолжаешь играть. Это используется автоматически. Угу. Вторая — это 50 на 50. Когда ты говоришь 50 на 50, я выбираю 2 неверных варианта. И последняя подсказка — это свап венги. Если ты на какой-то ответ не знаешь вопрос, ты можешь сказать свап, и я его заменю на вопрос случайной сложности. Угу. Ну и все. Твоя задача — ответить на все. То есть у меня, по сути, нет права на ошибку. Аегис? Понял. Быстрое шоу будет, я думаю. Посмотрим. Тут многие вопросы легкие. Особенно в начале. Надеюсь. Итак, первый вопрос. Ранее Somnus из LGD был известен под другим ником. Если его перевести на русский, то получится фраза «Ну, не знаю», «Может быть», «Что значит за деньги?» или «А чё так мало?» Ну, я не знаю английский. Будет, может быть. Ответ тогда у нас. А вдруг я действительно не знал бы, что тогда. Ну, тогда все равно продолжил играть. Аегис же есть? Ну, давай, хорошо. Отлично. Правильный ответ. Спасибо. Вопрос, что это за герой? Earth Spirit, Earth Shaker, Ember Spirit или Storm Spirit? Ну, вот играем уже, получается, 2 минуты. Чем дольше буду отвечать, тем больше, соответственно, видео. Но Ember Spirit. Правильный Слишком ответ. легкий. Абсолютно верно. Идем дальше. Ну, все правильно. Надо же подольше, чтобы было. Какое из этих шоу выходит у Рухаба? Dota 2 Миллионер, Своя игра на флейте, Brain Dead Ring или Meteor Black Hole? Что творится? Я, честно говоря, не знаю. Но Не смотришь шоу Рухаба? Признавайся. Ну, знаешь, не хочу, опять же, никого не обижать. Я был на бэндкасте, кастил, получается. И, соответственно, предложенных, когда на ютубе смотришь, условно, ну, я проверял просто, как я там на видео себя вел и так далее, комментарии. И потом, после каждого просмотра бэндкаста, мне сразу рухабовские видосы кидал, поэтому было забавно. Dota 2 Миллионера, я думаю. Ну, на самом деле, я засчитаю это. Да, ну, потому как я знаю, что Meteor Black Hole, что творится, тоже есть, но будет, я думаю, красиво ответить Dota 2 Миллионера. Естественно, потому что этот выпуск выйдет где? На Рухабе. Все правильно. Так что все верно. Здесь было 2 правильных ответа. Да, у нас в шоу все возможно. Я догадался. Ты же не говорил, что нет про 2 правильных ответов, правильно? Какой предмет в рукомьюнити называют костыль? Power Threads, Dagon, Rod of Athos или Аганим? Ох, ну, честно говоря, я давно не слышал, чтобы говорили костыль, но, очевидно, это... Ну, по крайней мере, у нас в клубе это на ПТ говорили. И выглядит как костыль вроде бы. Ну, в компьютерном клубе, когда в Доту 1 еще играл. Я думал, ты тусить ходил там с девчонкой, слышишь? Костыль там... Что там, как костыль? Нет, ну, я думаю, это ПТ. По крайней мере, у нас и в Доте 1 я помню, что так называли. Отлично, правильный ответ. Хорошо. 5-й вопрос. Какой из этих талантов доступен антимагу на 25 уровне? Плюс 400 к дальности Blink, Blink создает 2 иллюзии, плюс 25% к сопротивлению от Counterspell или плюс 50% к уклонению? Ну, плюс 25 от сопротивления от Counterspell. Абсолютно уверен. Абсолютно уверен. Это правильный ответ. Ну, я на антимаге много играю. Наверное, единственный герой, который я могу зайти в паблике, взять и быть уверен, что хоть что-то получится. Здесь я тебя не обманул. 6-й вопрос. От чего из этого пополняются заряды ботл? А. Вражеский фонтан. Б. Сгорание Аегиса в инвентаре. С. Использование сыгра. Д. Ни от чего из перечисленного. Ничего из перечисленного. Ты уверен? Да, уверен. Я проверял на вражеском фонтане, только если покупаешь ботл, он заливается. А про Аегис? Нет. Точно нет? Точно нет. Абсолютно верно. Ты... Ну, здесь пока просто идет. Пока просто. Ну, ладно, посмотрим. Да, Может, мы тебя сможем удивить. Сейчас посмотрим. Просто я это все проверял, понимаешь? Я заходил на вражеский фонтан, чтобы проверить, зарядится бот или нет. 7-й вопрос. Возле какой лавки стоит этот торговец?
Боковая Radiant, секретная Radiant, секретная Dire или секретная Radiant или Dire. Выбирается случайно. Так, ну сейчас мы посмотрим. Ну, это точно рейдинтовский сайт, и, соответственно, секретная Radiant будет. Это и в видео он тоже там стоит. А насчет D меняется Нет, не меняется случайно, мне кажется. Он точно стоит за рейдинтовский, я думаю, всегда. окончательный ответ B? Да. Снова верно. Вот. Ну, это вот по тому видео было, когда про Secret Shop какое-то видео было. Вот там он за Reddit стоял, и оттуда я знаю. А, честно говоря, так никогда внимания не обращал. 8. Какой из этих украденных Рубиком ультов будет наносить урон в ситуации, когда у противника прокачан только ультимейт? А. Requiem of Souls, Б. Eclipse, С. Burning Army или Д. Ни один не будет. Так, давай еще раз перейдем. Какой из этих ультимейтов будет наносить урон в ситуации, когда у противника прокачан только ультимейт? Ну, то есть ты Рубиком крадешь ульт, а у врага только ульт. Угу. Вообще такое чувство, что вопрос с подвохом, потому что Requiem of Souls, очевидно, не работает, потому что он от души самого SF зависит. Здесь вопрос, когда будет наносить, правильно? В вопросе нет ошибки, уточняю. Ну, здесь есть вариант, ни один не будет. То есть, возможно, Eclipse... Eclipse у нас... ошибки точно нет. Ошибки точно нет. Все равно, мне кажется, почему-то два ответа. Но я выберу C, Burning Army, потому что я не до конца уверен, что там с Eclipse. Ну, потому что Burning Army, оно при любых должно бить, на самом деле. А ты помнишь, как Burning Army работает? Оно же там огненными стрелами. Да, какая... А если они не прокачаны? Они все равно стрелять будут просто не огненными стрелами, соответственно, ультимейт урон-то наносит. Вот я говорю, по поводу Eclipse не уверен, но мне кажется, Eclipse тоже должен наносить урон, но я выберу C. Давай так, выберу C. Окончательный C? Да, окончательный C. Абсолютно верно. А что с Eclipse будет сам бим, как бы, луч даваться, но будет 0 урона. Почему так? Потому что не прокачаны бимы. А урон Eclipse зависит от бимов. Боже, Eclipse, я почему-то про ульту D постоянно думал. Нет, Eclipse это... Да, вот видишь, мне надо было еще раз перечитать, чтобы самого себя как-то убедить, потому что я думал, почему-то горел ульту D, а написано Eclipse. Ну, это мой фейл. 9. У какого из этих нейтралов нет ауры? А. Centaur Conqueror. Б. Здесь Кентавр можно сразу ответ. Я даже не прочитал вопрос. Ну, я на Че не играл, тут просто совсем скучный вопрос. Для тебя, наверное, Да. слишком легкий. Ну, а так это уже средненькие вопросы. Ну, давай дальше. Правильно. 10. Какой из этих героев был первым создан специально для Dota 2? То есть его нет в Dota All Stars? Arc Warden, Dark Willow, Oracle или Monkey King? Oracle есть, Arc Warden есть, Monkey King есть, Dark Willow, значит. Ты учти, что, перечитай формулировку вопросов. То есть здесь может быть несколько героев, которых, например, нет в Dota All Stars. Но тут именно важно, какой из этих героев был первым создан. Первым? Первым. Здесь может быть... Так, здесь еще, конечно, можно задать вот такой маленький уточняющий вопрос, потому что, у нас закончилась Dota, получается, на версии 6.83b. Это была самая последняя версия, которая была создана, и сейчас есть там версии чуть-чуть другие, которые комьюнити, собственно, создает. И мы будем считать за эту версию. И на самом деле тогда ответ изменится или не изменится. Я думаю, изменится тогда на Monkey King, потому что он вроде бы раньше вышел, чем Dark Willow. Dark Willow, я думаю, вторая. Тогда Monkey King будет. Точно? Да, тогда Monkey King будет. Ты снова прав. Вот видишь, ты мне помог, потому что... И тут... Я в других вопросах тоже тебя спрашивал, ты уверен? Ты был уверен. Видишь, я поторопился, не прочитал первым, ты мне сказал. Тут будь внимательный, вопросы уже сложные. Все, фокус. У тебя еще 3 подсказки на 4 вопроса. Вообще отлично. Я сфокусирован. Вопрос. Что это за ранг ММР? Рекрут, рыцарь, страж или герой? Вот и наигрались, как говорится. Можем свапнуть вопрос? Нет, подожди. Но герой, очевидно, рыцарь, страж. Стража точно нет, вот я в этом уверен, что это точно не страж. Рекрут точно есть, по-моему, рыцарь и герой. Мне почему-то кажется, что это рекрут. Давай рекрут будет, я не буду свапать, на самом деле. Окончательно? Да, окончательно. Мы можем какие-то другие подсказки? Не, я думаю, это рекрут будет. По крайней мере, это, знаешь, относительно рекрут, герой, рыцарь, с учетом того, что это вроде бы самый первый у нас, я плохо помню, как, Crusader, по-моему, это называется на английском, и думаю, соответственно, и рекрут будет на русском. Ты ошибся. Это страж. Да? Тогда бы точно не ответил.
Ну, а Егис у тебя сгорел, теперь А это давай. засчитывается мне все равно, как правильно или неправильно? Да, мы идем дальше. То есть всё. ты продолжаешь Всё, играть. всё, Больше уже все, ошибаться не надо. Так что подсказочки А не сколько стесняйся. вопросов еще осталось? Еще 3. Ну давай тогда. 12 вопрос. С каким количеством предметов не сочетается баш с лардар? А1, Б2, С3 и Д0. Баш Сардара. Ну, у нас реворкнули Баш Сардара, получается. И логично предположить, что реворкнули механику. Баш у нас в доте идет всего 2. 2 артефакта. Ну, наверное, 2 и будет тогда правильный ответ. 2 же дают? Ну, вообще, да, я думаю, 2 всего. Ты смотри, а Егиса уже нет. Я знаю, но здесь просто вопрос легкий, с учетом того, что 3 еще потом, мне кажется, здесь глупо подсказку взять. Поэтому 2 будет. Окончательно. Да. Правильно. Ну вот, хорошо. Молодец. Относительно прошлого вопроса, это точно то, с чем я могу справиться. Что будет лежать у вас в инвентаре, если начать стандартную тренировку добивания крипов? Stout Shield, Quilling Blade, Tango или Fairy Fire? Fairy Fire. 100% дальше, это уверен. Ты часто тренировку добивания крипов? Ну, видел, как играют, сам раз заходил. Там, по-моему, даже 2 фейрика, если мне память не изменяет. Ну, или 1, или 2. Правильно? Там 2 на самом деле Fairy Да, Fire. да. Красава. Текущий патч имеет версию 7.22. А когда вышел патч 7.0? 2017, 2018, 2015 или 2016? Так, ну это надо хронологию вспоминать. Это я плохо помню. Я точно помню, что это был у нас мажор. Осталось вспомнить какой. Бостонский или киевский. После этого мажора был еще видос, тот самый крутой, один из таких, который там патчи так красивенько поднимается и показывает, вау, там 7.0.0. Красиво выглядело. Вот киевский или все же... Мне почему-то кажется, что точно не после киевского. Предположим, что после бостонского. А бостонский у нас... Как же сложно. Бостонский. Мне кажется, это 16-й год был, если честно. Ну, вот сейчас я... Давай 50 на 50 возьму тут. Остается варианты А и Д. 17-й, 16-й. Вообще зря 50 на 50 было. Тут логично, что 17 или 16. Все то, что хронологию мажоров вспомнил. Никогда не знаешь, почему бы и не потратить. Хочешь, давай свапнем. Тут уже как бы... Не, Тут подожди. все или ничего, как бы. Не, подожди. Надо, чтобы вылетело это все с головы. Ладно, давай по командам. Я был в Веге. И вот так далее были эти мажоры уже. А потом я был в Спиритах. И в Спиритах было много мажоров. Тогда 16-й. 16-й год ответ. Окончательно. Да, окончательно. Четко. Ты выиграл. Ну вот, видишь, Поздравляю. надо было просто подумать и так Даже далее. подсказочка осталась. А, еще? То есть это Не-не-не. Подсказочка осталась, но ты ее не использовала, она тебе А. не нужна. Я что-то подумал, еще вопрос. У нас каждый получает подарочек. Миллион вот они и миллион респект. Открывай. А я уже хотел уйти в номер, никому не показать, и здесь... Фух. Ты уверен, что мне стоит это показывать? Ты точно уверен? Тут повестка мне пришла, в общем. Ну, как же иначе? У нас подарки все мемные, так что доставай. Ну, повестка. Я просто боюсь ее показывать, чтобы, так сказать, не было доказательств. Давай я ее так покажу, чтобы люди как бы там на просвете сами разобрались. В общем, повестка мне пришла. Ты прочитай откуда. На основании федерального закона РФ от такого-то года об обороне от какого-то там числа воинско-обязанной военной службы вы должны прибыть в комендатуру города Донецка, такой-то улицы 5 ноября, при семье иметь паспорт и военный билет. Вот такой вот приз тебе. Спасибо, Морф. Вот там нет миллион респектов, мне там, так сказать, во все эти и по уши, ну и ты понял вообще. Отлично. Ты молодец, ты один из немногих, на самом деле, кто выиграл. Ну, вопросы были такие, некоторые легкие. Ну, для меня, как игрока, это просто очень легко, на самом деле, и как человека, который много следит, кроме распределения моментов. Ты видишь, про ранги ты как бы не знал, а про тренировку добивания ты знал. Ну да. Ну просто там реально с этими рангами для меня сложно, потому что, ну откуда я знаю, я никогда в жизни их не чекал, у меня как бы я лучший игрок в мире, я не буду говорить величайший, а то тут мне сразу быстро расскажут, кто величайший, да Ну, сам. естественно. Вот. Спасибо за игру. Спасибо тебе. Давай. Ну все. Всем спасибо, гайс. Подписывайтесь на канал Рухаба. Подписывайтесь на меня.
До новых встреч!